в предыдущей серии. Такое ощущение, что что-то упало. Какой-то звук был оттуда. Ёб твою! Это что? Здесь кто-то есть? Короче, такое ощущение, что я нашел какую-то аномальную зону. Что это было? Ну, здесь реально аномальная зона. Какой-то полтергейст. Я не готов. Что это за свет? Блин, мне уже казалось, что это свет какой-то. По ноге мне. А перед началом данной серии хочу сказать огромное спасибо спонсорам, которые финансово поддерживают канал. Благодаря этим людям канал все еще существует и видео будут выходить чаще. Спасибо вам огромное. Сейчас. Я снова отправился в эту аномальную зону. Это здание большое, и здесь что-то негативное по энергетике и паранормальное происходит. В этот раз я решил сюда отправиться для того, чтобы оставить камеру и посмотреть, что, возможно, я смогу отснять, какая негативная сущность здесь обитает. Искатель призраков.
много стульев, ящиков. Возможно, это был какой-то зал. Может, актовый зал. В зеркало лучше не смотреть. Что это за херня была? Еще одно зеркало. В зеркала здесь лучше не смотреть, потому что происходит паранормальная активность, и я не знаю, чем может это закончиться. Какой здесь открыт портал. Буду подниматься на второй этаж. В основном все звуки из подвала издаются. Даже на втором этаже потолки уже небезопасные.
Под ноги надо смотреть, потому что я здесь уже видел пару гвоздей. Кто может быть на первом этаже? Я здесь точно один. Если это опять какая-то паранормальная сила, это будет очень интересно, потому что я очень сильно планирую оставить камеру. Штатив я не брал в целях безопасности. Я не знаю, какая сущность здесь обитает. Или того, чтобы камера не упала, я ее лучше поставлю на какой-то стол. Какие-то звуки. Что это за хер? Я понимаю, что это аномальная зона, и здесь может быть все что угодно. Мне самое главное это подвал. Вот я возвращаюсь в это жуткое место. Я когда убегал здесь в прошлый раз, вот этот вот стул в меня полетел, ударил меня об ногу, а был он, лежал где-то здесь. Я вообще не знаю, что это было, и это было очень неожиданно. Опять звуки из подвала. Я не был еще в этой части.
Здание очень большое. Все я не смогу сегодня осмотреть. Это чердак. И вот небезопасная крыша. И опять какие-то звуки с подвала. Что здесь было в этом здании, что здесь происходит такая чертовщина паранормальная? Или может это последствия каких-то людей плохих, которые сюда приходили и, возможно, здесь кого-то вызвали? Я не отрицаю такого варианта событий. Вполне возможно, что даже в этом месте кого-то могли были вызвать. Кстати, я не буду, наверное, туда идти. Я смотрю, здесь такой вот пол, чуть-чуть как бы провален. Я боюсь просто под весом. Возможно, если я сейчас куда-то сюда наступлю, я не хочу провалиться вниз. Поэтому, наверное, чердак этого здания я исследовать не буду. Небезопасно. Надо спускаться в подвал. Вижу еще 13-14 год. Возможно, это здание было еще более-менее пригодно к работе. Значит, это здание всего лишь заброшено 9 лет приблизительно. А может и меньше. Странно. Как по мне, сейчас самая опасная локация – это подвальное помещение. Я не знаю, что там за чертовщина происходит. Сейчас я туда буду отправляться. Какого х... Там реально что-то происходит.
происходит. И постоянно какие-то звуки именно из этого чертового подвала. Может, сюда вызвали какого-то демона, я не знаю. Самое страшное это то, что когда не знаешь, с кем ты имеешь дело. Я вообще не понимаю, какая здесь сила обитает. Что вообще можно от этой силы ожидать? Это этот ящик, который тогда улетел отсюда. Я еще не был в этой части. И в этой комнате не был. Очень много опять разных банок с какой-то жидкостью. И непонятно, что за жидкость. Главное под ноги смотреть. Сколько же здесь всякого мусора. Какие-то звуки. Стекла. Я очень боюсь вот это вот стекла, потому что если эта нечисть очень сильна, она может спокойно такие предметы поднимать и бросать в человека. Здесь кто-то есть? Очень осторожно. Надо выйти.
можно обратить внимание следы, как эта дверь двигалась. Какой же здесь происходит? А вот куры. Понятно было, почему они здесь остались, никто их не забрал. Опять этот запах. Опять эти звуки. Надо оставить камеру. Я надеюсь, с камерой там ничего не произойдет. Я вот еще не был, кстати, в этом помещении. Вот лифт. Вот, кстати, я был здесь на крыше. И вот сюда, если бы я пошел бы, можно было бы вот так вот упасть.
Жесть. Мне надо срочно забрать отсюда камеру. Не знаю, что здесь камера записала, я увидел очень много ящиков, которые валяются на полу, и это уже есть нехорошо. На втором этаже это тоже был ужас. Там тоже происходит какое-то аномальное явление. Какой-то полтергейст тоже обитает, но не в таком большом объеме. Сейчас самое важное мне пойти на второй этаж, я хочу тоже оставить камеру и посмотреть, насколько там энергетика паранормальных явлений отличается от этого места. Здесь я понял, что в подвале самая большая негативная энергетика. Возможно, это связано из-за того, что здесь много протухших продуктов и не только. Все, иду на второй этаж. Здесь небезопасно. Я здесь уже и так очень много времени. Как этот стул смог был оттуда упасть? Какая-то сила должна быть. Хочу еще посмотреть, что здесь возможно. Это что ж это такое? Ой, я знаю, где я ставлю камеру. Здесь. Здесь этот стул туда полетел. Может быть, здесь что-то сейчас будет происходить. Вот прям вот так вот камеру я ставлю. Да не сильно хватит. Сюда надо приходить с игрой. Эта бутылка была там. Все. Я отсюда убегаю.